Добрый день! Хотим вам рассказать про состав дизайнерской документации для строительства по направлению B2B и B2C для дизайна офисов и дизайна квартир, коттеджей. Состав проектной документации схож, но в то же время есть различия. Для чего вообще нужен дизайн-проект? Дизайн-проект нужен для того, чтобы, первое, сделать интерьер квартиры, чтобы он соответствовал визуализации, и чтобы он соответствовал определенному бюджету. Также, чтобы строители знали, что, где и как делать. Если по пунктам это изложить, то первое – это бюджет, который вы получите, исходя из разработки дизайн-проекта при хорошем исполнении дизайнеров. Второй момент – вы получите контрольные точки для строителей, как делать электрику, как делать сантехнику, где какие высоты, точки раскладки. Третье – вы сможете получить конкретную спецификацию по поставщикам, по материалам, где что купить, по какой цене. Вот как пример вот здесь. Где что купить, какая цена и так далее. Для того, чтобы дизайн интерьера, который вы будете отрабатывать с дизайнером, он был похож при реализации один в один. Итак, на примере реализованного нами проекта Альфа-клуба, находящегося в городе Минске на Филимонова. Состав проектной документации и порядок ее последовательности. Первично при разработке дизайн-проекта переговоры идут таким образом, что каждый дизайн строится и делится на 3 этапа. Первый этап – это планировочное решение. Второй этап – это 3D-визуализации. И третий этап – это схемы и чертежи. Вот. Сейчас я вам расскажу, почему такая последовательность и как читать альбомы. Первично. Планировочное решение, либо сама концепция интерьера. Это основная первичная часть, где по заданию заказчика отрабатывается, где какие планировки, где какие комнаты, количество людей, назначение помещений, где что будет и как использовать данное строение, данное здание вам. Первое, здесь у нас было техническое задание, чтобы была комната менеджеров на 5 человек, вот она здесь. Также, чтобы в помещении было 3 переговорки, 2 маленьких, 1 большая VIP. Вот одна маленькая, 2 небольшая переговорка и 3. Вот, также, чтобы был кабинет управляющего, вот он. Чтобы был банковский узел кассовый, вот он сделан здесь. И чтобы было небольшой барчик, где можно покушать сотрудникам, вот он, и санузел. Исходя из этого технического задания, было много разных концепций, и вот эта концепция, она была определена, а также ресепшн-зона. Она была определена, и она была реализована. Итак, первично что делается? Отрабатывается планировочное решение, в данном случае вот это планировочное решение, которое мы получили. Но это планировочное решение строится, исходя из обмеров существующего строения. Вот, к примеру, что было изначально. Приехали дизайнеры, сделали обмеры, нанесли его. После этого мы получили вот такой планчик, и на котором уже ведущий дизайнер отработал несколько вариантов планировочных решений, в которых он расположил все то количество сотрудников, которые необходимо бизнесу. Второй этап – это 3D-визуализация. Почему так? Потому что первично мы определяем назначение зон, количество людей, где кто будет находиться. И второй этап мы делаем именно уже 3D-визуализацию помещений. Вот это ресепшн, коридор около ресепшена, второй вид его, комната менеджеров, второй ракурс его, третий ракурс его. Дальше вид переговорки около ресепшена. Вот она, большая переговорка. Вот ее 3D. Вы видите итоговый продукт, который уже получился, согласованный и реализован. Поэтому визуализации были разные были варианты решений, но это то, к чему мы пришли. Коридорчик от ресепшена к переговоркам, кассовому узлу, вот кассовый узел, кабинет управляющего. Вот вторая переговорка была, второй вид коридора. Вот вторая переговорка, вернее это 3. Кухонька небольшая. И
санузла здесь нету, но санузел также делалась визуализация. После этого, уже после визуализации, дизайнеры составляют план по схемам чертежам и уже наносят все эти детали уже в строительный проект. 3D делается исходя из существующих материалов, то есть если есть эти стулья на 3D, значит эти есть специальные модели, которые визуализатор, когда составлял, делал 3D, он именно ставил именно эту модель стула. Также вот эти вот решения, все цвета, стены, краски, все это, эти решения, они используются не из воздуха, они берутся исходя из существующих материалов, исходя из того, что есть на рынке. Мы стараемся брать все те материалы, которые есть на рынке Республики Беларусь, и которые можно реализовать, к примеру, в течение месяца. Если мы работаем на иностранных рынках, к примеру, в Евросоюзе, либо в Москве, мы берем именно поставщиков, те, которые находятся там, на месте. Исходя из этого, у нас легко выходят чертежи, и легко выходит следующий этап, это материалы. Вот теперь смотрим. Обмерный план. После обмерного плана мы получили концепцию интерьера. И после концепции интерьера, естественно, у нас получился план демонтажа перегородок, план возводимых новых перегородок. Вот они, какие конструкции, стеклянные, кирпичные и так далее. С размерами совсем. Далее у нас пошел план потолков. Какие потолки, из чего? План светильников по потолкам, где какие. План по группам включения, где что включается. Розетки, выключатели. Точно так же план. План полов. Планы горячей и холодной воды, где какие точки включения должны быть. Планы по стенам, по подготовке. Какая стена, тип покрытия, квадратура. Вот также они цветами выделены. Тут понятно любому строителю, что, как сделать для того, чтобы получить именно такую концепцию дизайна интерьера. План вентиляции, в данном случае здесь план кондиционирования. Вот, и также мы смотрим, в конце у нас получается спецификация по материалам. Какое покрытие, к примеру, плитка, какой тип, квадратура, название плитки коллекции, где можно приобрести. Исходя из этого вы можете получить полностью реализованный дизайн-проект, чтобы он соответствовал один в один визуализации. Обычно, когда делается дизайн-проект, делается на самой визуализации, и клиент ничего не меняет, получается очень классное решение, оно выглядит еще лучше, чем любое 3D. Это был у нас B2B банк. Вот, количество чертежей может как увеличиться, так и уменьшаться, потому что можно более детально разработать дизайн-проект, можно сделать еще также декорирование, элементы шторы и так далее, всяких мелочей, можно сделать все, что угодно и максимально подробно. И вот сейчас на примере коттеджа, точно так же мы вам расскажем, точно так же наименование страниц, что, где, чего. Вот, обмерный план подвал. План возводимых перегородок, это я вам уже буду диктовать полностью от начала до конца. Но здесь такая же была стратегия. Первично планировочное решение, вот оно, вторично визуализации, вот они. И дальше после этого у нас пошли все схемы чертежей и развертки. Вот смотрим, дальше это у нас пошли план цоколя, план потолков. Вот так как здесь 3 этажа, поэтому здесь будет по этажам. План розеток, выключателей, освещения, план полов, план потолков, вот подготовка по стенам. Притом здесь все расписано, все понятно, вот здесь внизу указано, где что смотреть, где что читать. Вот, двери, открывание. Это у нас что? Конструкция цокольного этажа. Так, цокольный этаж, освещение. Вот это уже первый этаж у нас пошел. Точно так же план демонтируемых перегородок, план возводимых перегородок.
но это получилось не исходя из концепции интерьера. Вот. Далее у нас пошли опять же все чертежи соответствующие по этажам, по назначению. Вот здесь можно почитать назначение каждого проекта, каждого чертежа. Вот такая вот проектная документация. В среднем альбом выходит порядка 50 страниц. Нормальной проработки, достаточно для хорошей реализации. Но в то же время можно его укомплектовать, докомплектовать. План разверток по стенам. Вот сложные элементы, они делают развертки по стенам. Вот. Здесь у нас плитка, где, как она должна примыкаться, какие должны быть детали. Третий этаж пошел. Здесь то же самое. Вот здесь читаем назначение помещений, назначение разделов, какие разделы, что будет делать. И в конце у нас идет, опять же, очень много чертежей. В конце у нас идет обязательно спецификация, где что купить, какой тип, какая квадратура. Вот, пожалуйста. Но вот это все оно появилось после 3D-визуализации. Также спецусловия по определенным клиентам, поставщикам. А вот сама 3D-визуализация. Хороший дизайнер, он будет делать 3D-визуализацию, чтобы ее можно было реализовать. И реализовать не просто реализовать, а реализовать именно в бюджет клиента. Потому что, вот смотрим, здесь кирпичик. Кирпичик может стоить как и 5 евро за квадрат, так и 100 евро за метр квадратный. Точно так же это может быть как и плитка, как и паркетная доска, как трехслойный паркет, либо как какая-то там недорогая плитка. Это тоже один из наших проектов, реализованный. Вот. Биокамин, может быть, как натуральный камин. То есть на чертежах мы будем видеть, что это конкретно, какая была идея и как ее реализовать. Вот, также лестницы. Хороший дизайнер должен дать все решения, как, где купить, что это за материал, что это за декоративка, либо это плитка, какое решение, что это за ванна. Стоит она $1000, либо 10 000 евро эта ванна стоит. Поэтому будьте очень внимательны при выборе компании, при выборе дизайнера, но в то же время смотрите, чтобы дизайн мог быть реализован в ваш бюджет и мог быть реализован. А не чтобы вы потом заказывали обои с Америки, которые едут по полгода, и строители будут простраивать на объекте, и вы не сможете его реализовать. Вот это что касается дизайнерской документации для реализации дизайн-проектов. Коттеджи, квартиры, кафе, рестораны, B2B добавляются только определенный нюанс. Технологии, в данном случае с клубом это было добавлено. Пожарка была добавлена, сигнализация, элементы защиты, бронебойные элементы и так далее. Вот, в коттеджах это тоже можно сделать в зависимости от нужных клиентов.